В этом видео хочу показать, как можно сделать и задекорировать вот такую многоярусную новогоднюю подвеску. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. В основе верхней части подвески большой прозрачный пластиковый шар, состоящий из двух половинок. Найти такой шар можно в интернет-магазине Leonardo. Там же в Leonardo я приобрела почти весь декор для этой работы – веточки, ягодки, хлопок. Они от торговой марки Blumentag. Я уже не раз использую в своих работах декоративные элементы этой марки. Мне нравится их качество и широкий выбор, поэтому решила и в этот раз не искать по интернету и магазинам, а подобрать в Leonardo весь необходимый декор. Все ссылки на материалы ищите в описании под этим видео. Диаметр этого шара 15,5 сантиметров. Внутри шара я сделаю площадку, на которой буду размещать миниатюру из фигурок. Отмечаю середину внизу шара и рассчитываю диаметр площадки в том месте, где она будет располагаться. У меня получилось 12 сантиметров. Вырезаю из пенополистирольной потолочной плитки кружок диаметром 12 сантиметров. И вырезаю еще один такой же. Их нужно склеить между собой, чтобы получить толщину кружка 1 сантиметр. Чтобы кружок можно было вложить в шар и чтобы их поверхности сопрягались между собой, срезаю боковину под углом. Вот теперь площадка будет соприкасаться с поверхностью шара практически по всей толщине площадки. На самой площадке я сразу закрепляю светодиодную гирлянду. Ссылку на нее вы найдете в описании под видео. Половина гирлянды будет располагаться сверху, а половина внизу. Для этого делаю в площадке отверстие и продеваю в него половину длины гирлянды. Гирлянду сворачиваю и приклеиваю на площадку. Должно получиться вот так. Вот такую декоративную еловую веточку разделяю на отдельные элементы. Из них буду делать елочки для миниатюры. Кусочки проволоки коричневого цвета закрепляю в основании еловых лапок. Получаются миниатюрные елочки. Ссылку, где покупала такую еловую веточку, также оставляю в описании под видео. Закрепляю елочки на основании, дополнительно промазав термоклеем. На одной из елочек сделала потолще ствол, накрутив бумагу коричневого цвета. Располагаю ее выше остальных. В композиции будет еще вот такой маленький олень. Это игрушка из киндер-сюрприза. На ножки наматываю кусочек проволоки, чтобы можно было не только крепить его в пенопластовую основу, но и приподнять над ней. В основании будет синтепух, и оленя нужно приподнять, чтобы он не был глубоко посажен в этом наполнителе. Из такой хвойной веточки делаю кустики, которые также закрепляю на площадке.
Для этого можно использовать зубочистки. И теперь добавляю синтепух, располагая его сначала на вершинах елочек. Слегка закрепляю термоклеем. А теперь смазываю клеем пенополистирольное основание и распределяю по нему синтепух, прикрывая светодиодную гирлянду. Примеряю получившуюся композицию. А затем закрываю синтепухом платформу снизу. Клей при этом не использую, просто вкладываю синтепух под платформу. И пока только наполовину. Смазываю боковую сторону платформы термоклеем и вставляю в половинку сферы. Прежде чем присоединить вторую половинку сферы, делаю подвес из колечка и тонкой ленточки. И приклеиваю получившийся подвес. Располагаю снизу по центру. Теперь прикрываю синтепухом платформу снизу полностью и присоединяю вторую полусферу. При этом подвес колечка остается с внешней стороны. На верхушку шара привязываю ленту из органзы. И теперь шар готов к украшению его верхушки. Все декоративные элементы я буду наклеивать не на шар, а на подложку из фетра. Из фетра вырезала кружок диаметром примерно 9 см. Делаю надрез до середины, а в центре отверстие. Получившееся основание примеряю на верхушке шарика и склеиваю края так, чтобы фетр прилегал к сфере. Но приклеивать к сфере не нужно, чтобы потом декор можно было снять и поменять при желании. Сначала приклеиваю 3 хвойных веточки. Напомню, что ссылки на материалы будут в описании под этим видео. Веточки слегка укорачиваю. Вот такую декоративную ветку разбираю на отдельные веточки. Мне очень нравится эта декоративная ветка. Она выглядит так, будто слегка присыпана искрящимся снежком и инеем. На веточке были еще 3 соцветия, которые я тоже добавляю в композицию.
А вот эта большая золотистая ветка состоит из 3. Одну из них я разрезаю на отдельные элементы. В центре располагаю 2 хлопковые коробочки. Длинный стебель у них отрезаю. Элементы из хвойной ветки, которые использовала в миниатюре внутри шара, тоже добавляю в композицию. Такие большие красные ягодки добавят ярких акцентов. А еще они перекликаются с красным на фотографии, поэтому добавить красный сюда просто необходимо. Ягодки разбираю на 4 букетика и добавляю их в композицию. Чтобы вставить фотографию в такую заготовку, перевожу ее контур на 2 одинаковые фотографии. Я распечатала 4 фото, но мне нужно будет только 2. Еще я сделала подвес с колечком, точно такой, как для большой сферы. Фотографии склеиваю между собой, а вниз между ними вставляю подвес с колечком. В заготовку насыпаю немного декоративного наполнителя. Это пенопластовые шарики размером от 5 до 7 мм. Вставляю фотографию, затем опять насыпаю совсем немного шариков и закрываю заготовку. Получилось вот так. Вот такую акриловую подвеску навешиваю под сердечко с фотографией. Эту подвеску покупала в прошлом году в обычном магазине. Вы можете использовать любой другой подходящий декоративный элемент, например, снежинку, елочную игрушку или что-то подобное. И теперь сердечко с подвеской навешиваю под шарик. И вот такая многоярусная декоративная подвеска у меня получилась. Не успеем оглянуться, а на пороге Рождество и Новый год. Время чудес, подарков и незабываемой праздничной атмосферы. Пусть все так и будет в каждом доме. Мир, любовь и уют. Буду рада вашим лайкам, если понравилось. Оставляйте комментарии и делитесь впечатлениями. Они помогают развиваться этому каналу. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.